Як мені вже надоїли ці ляги, фрізы, боже мій, коли я вже куплю собі комп'ютер? Пс, парень, ты слышал, кто такой Каска? Нет? Это оптимизатор. Да, это я. Не нужно громких оваций. Здорово, молодые. Полетели. Так, ну шо, дорогой телезритель. Возможно, ты слышал, а может и нет. Нужно сначала зайти в игру и сделать настроечки графики. Потому что так или иначе они влияют неплохо на FPS. Открываем настройки, переходим на графика. И здесь у нас есть много настроечек. Можешь не пугаться, ничего страшного здесь нет. Тем более уж сложного. Если ты играешь на кофеварке, то ставим все на самое-самое низкое. Допустим, качество воды. Нажимаем стрелочку влево и еще раз влево. Получается стандарт. Дальше. Качество частиц. Влево и еще раз влево. Тоже стандарт. Ниже поставить нельзя, увы. И так делаешь со всеми параметрами. Если же твой ПК может справиться с очень сложными вычислениями по типу 2 плюс 2 умножить на 2, тогда делаем следующее. Версия DX по дефолту лучше оставлять на 11, потому что он более производительный, как лично я заметил. Тип экрана. Полный экран. Разрешение. По соотношению к вашему монитору. Кстати, для тех, кто играет на кофеварке, можете поставить 1280 на 720. Таким способом вы понижаете разрешение вашей игры, FPS растет. Жаль, конечно, что не другое место, но тем не менее. Но картинка немножко ухудшается, поэтому смотри, как тебе больше нравится. Оу, это рэп. Нифига себе я рифмую. Меня еще, кстати, звали на Versus, чего я отказался, не знаю. Формат автоматический, если у тебя нет с ним проблем, конечно. Частота обновления. Я оставлю максимальное значение. В моем случае это 144 Гц. Сглаживание FXAA. Я включаю, мне нравится. Дальше. Сглаживание MSAA. Многие скажут отключай, и они будут правы. Знаешь почему? Потому что кушает очень много по FPS. Если я прохожу сюжетку, то ставлю X4. Если играю онлайн, то отключаю. Но мы сделаем по-хитрому, поставим X2. NVIDIA TXAA. Наверное, лучше отключить. Вертикальная синхронизация. Так как это шутер или не шутер, можешь делать как хочешь. Включать, отключать, как тебе больше нравится. Но я отключаю. Население города. На онлайн никак не влияет, поэтому можем просто убавить. Качество текстур. Тут все зависит от объема вашей видеопамяти. Вот здесь вот видишь? Видеопамять. У меня максимум это 8192, то есть я могу ее полностью загрузить. Если у тебя видеопамяти 2 гига, ставишь стандарт. Если 4 гига, ставишь высокое. Если у тебя больше 6, ставишь очень высокое. На FPS никак не влияет, я сотни раз проверял. Эта информация ко мне дошла еще с тех времен древних, когда еще бегали люди с копьями. Писали в газетах, что никак не влияет, поэтому все это проверено и наверняка. Качество шейдеров. Чтоб не было у тебя проблем с текстурами, бывает ты смотришь вдаль, а у тебя какие-то артефакты, какие-то черные непонятные шняги, просто ставишь на высокое либо очень высокое. Качество теней. И ты, наверное, задумался, как такое может быть? Что это за странное слово? Не переживай, чуть позже тебе покажу, как их отключить. Качество отражений. Очень сильно влияет на FPS. Ставим стандарт. MSAA для отражений. То же самое выключаем. Вода, частицы, трава. Отключаем, хотя частицы можно поставить высокое. Мягкие тени. Ставим максимально мягко. Настройка спецэффектов. Кушает тоже неплохо FPS, особенно если ты часто воюешь. Можешь ставить как стандарт, так и очень высоко. Я ставлю высокое. Анизотропная фильтрация. На FPS никак не влияет. Информация тоже проверенная. Ко мне только вчера прилетел голубь с письмом. Там было написано, что Макс, ставь анизотропную фильтрацию X16. На FPS никак ни в каких играх не влияет. Между прочим, это проверенный источник. Затенение AO. Выключаем. Тесселяция я ставлю на высокая. Еще раз подытожим. Если у тебя ПК очень слабый, ставим все на самое-самое низкое. Если ПК средний и выше, но ты хочешь плюс-минус неплохую картинку и хороший FPS, то делаем примерно как у меня. Конечно, можно слегка подубавить, либо же наоборот, чуть-чуть больше добавить чего-то. Смотри уже сам. Можешь от этого плюс-минус отталкиваться. И нажимаем Space, то есть пробел, то есть большая клавиша. Кстати, дополнительные настройки изображения. Все отсюда просто выгружаем. Ну а теперь, мой дорогой телезритель, нам нужно выйти из GTA 5 и перейти на рабочий стол. После этого качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Можешь не переживать, я дорожу своей репутацией, никаких вирусов, ничего здесь страшного нет. Сначала с тобой откроем эта схема
питания. Смотри, если у тебя есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаем этот пункт. Если же нет, мы просто копируем эту команду, нажимаем ПК, то есть правая кнопка мышки, копировать, нажимаем правую кнопку мышки на пуск, находим Windows PowerShell администратор, нажимаем да, Ctrl плюс V, это у нас снизу есть Ctrl написано и V английское, нажимаем Enter и у нас добавляется схема питания. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электро, питание, кстати, просмотр у тебя будет по дефолту скорее всего крупные значки, хотя кстати он тоже есть, или категории, точнее категории у тебя будут. Нажимаешь просмотр, мелкие значки, электропитание, показать доп схемы и здесь у тебя появится новая схема питания максимальная производительность. Просто ставишь на нее галочку. Для того, чтобы ее удалить, нажимаешь на настройка схемы электропитания, удалить схему и окей. Все. Теперь тебе покажу, как отключить тени в GTA 5. Не бойся, за это бан никто не получил еще, по крайней мере мои кенты играют очень давно, без теней, без текстур, без GTA 5 и все нормально, бана никакого нет. Бан получишь, если ты читеришь или получаешь кэшик от читеров. А за это в принципе не парься. Открывай мой компьютер, документы, Rockstar Games, GTA 5 и находим файл XML Settings. Здесь мы ищем прям в самом начале у нас есть Shadow Quality. В Alloy у тебя будет либо 1, либо 2, не знаю, ты просто удаляешь эту циферку и пишешь 0. После этого нажимаем файл, сохранить и закрываем. Еще есть интересная фишечка, это открываем Steam. В том случае, если у тебя лицензия именно через Steam. Если Epic Games, то потом покажу. Нажимаем PKM, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы, нажимаем обзор. И вот теперь, если у тебя лицензия от Epic Games, тебе нужно найти, где находится у тебя GTA 5, сама папка, то есть корневая. Через что ты запускаешь саму игру. У нас здесь есть приложение GTA 5. Нажимаем PKM. Свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Каска написано ведь оптимизация во весь экран, то есть винда наоборот должна оптимизировать. Да, я с тобой соглашусь, в основном это так и происходит, но как ты знаешь, винда у нас не идеальная, игры тоже далеко от идеальных оптимизаций, поэтому были такие слухи, что эта галочка якобы должна повышать FPS, но в основном делает наоборот, делает хуже. Винда пытается оптимизировать игру и получается у нас какой-то бред, поэтому на всякий случай ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее нажимаем изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Это супер крутая фишка, лучше ее используй. Окей, применить и окей. Теперь мы копируем наш путь, нажимаем PKM, копировать, нажимаем на поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, можешь его включить и после всех этих настроек сделать перезагрузку своего ПК. Но если ты стримишь GTA 5, тогда не включай аппаратное ускорение. Скажу кратко, у тебя будет картинка плавная, по ощущению, что FPS больше, а твои зрители будут наслаждаться, будто бы ты плывешь в лодке. То есть она будет зависать, подтормаживать и так далее. Кому это понравится? Конечно же никому. Далее настройки производительности графики. Нажимаем обзор, вставляем наш путь, нажимаем Enter. Enter это такая посередине кнопочка, такая большая. Находим приложение GTA 5, нажимаем добавить. Далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Если у тебя портативный компьютер и у тебя одна видеокарта, то можешь это не делать. А там уже по желанию смотри. В основном эта функция подходит больше для ноутбуков, либо для тех, у кого две видеокарты. Но как вы знаете, сейчас в наше время ноутбуки прям супер популярные, поэтому я просто был обязан показать эту фишку. Следующее, что мы делаем, снова нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя есть, конечно же. Если нет, то это хорошо. Нажимаем настройки, создание клипов. Если у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно убираем, потому что... А ну уберись. Потому что она кушает очень много FPS, около 15-20, поэтому лучше закрываем и отключаем. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаешь PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia. Для AMD чуть позже покажу. Для того, чтобы не повторяться в сотый раз, у меня был ролик по настройке Nvidia. Я просто покажу мелкие настроечки. Самое главное, находишь параметры 3D, регулировка настройки изображения, ставишь галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Далее управление параметрами 3D. Здесь мы находим GP Rendering OpenGL, ставим нашу видеокарту. Фильтрация и синхроимпульс тут по желанию, но я оставляю управление от приложения. Дальше все это мы оставляем по дефолту. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Для супер слабых компов выключаем. Для мощных
Ультра. Режим управления электропитанием. Ставим режим максимальной производительности. Самое интересное — это фильтрация текстур качества, ставим высокая производительность. Анизотропную оптимизацию обязательно включаем. И трилейную оптимизацию тоже включаем. После этого нажимаем «Применить». Переходим на настройки Surround, настройки Physics, процессор, ставим нашу видеокарту. Если она у вас, конечно же, мощнее, чем ваш процессор. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архивчик, настройка видеокарты, AMD Radeon. Здесь я для вас подготовил картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, качество фильтрации текстур, ставим на производительность. Дальше все это листаешь, смотришь, делаешь настроечку и так далее. Ничего сложного в этом нет. Теперь в нашем архиве находим приложение MSI Util V3, нажимаем правую кнопку мышки, запуск от имени администратора. Да, здесь ты ищешь свою видеокарту. Допустим, ты ее нашел. Дальше MSI, ставим галочку и приоритет ставим High. После этого нажимаем Apply. Если ты сделаешь переустановку видеодрайвера, тогда все эти настроечки сбросятся. Нужно будет снова открыть MSI Util V3, поставить галочки, выставить High и Apply и закрыть. Ну и самое жесткое, то что может нагнуть твой компьютер, это твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как их использовать, я рекомендую сделать бэкап твоих файлов реестра. Как это сделать? Нажимаешь поиск, пишешь regedit, то есть редактор реестра, нажимаем да, дальше файл, вечно забываю, что есть нажать, экспорт или импорт, экспорт по идее, да? Да, экспорт. Допустим, выбираешь любую папку, пусть это будет диск C, пишем имя файла, чтобы не забыть, 1, 2, 3, сохранить. У нас идет сохранение. Если вдруг ты активировал файл реестра, твой компьютер взорвался, и ты хочешь вернуть все это назад, открываешь снова редактор реестра, файл, импорт, находишь диск C, файл реестра 1, 2, 3 и открыть. Все это применяешь и возвращается твои дефолтные настройки файлов реестра. То есть все красиво и пушечно. Теперь файлы реестра. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Самая важная фишка, помнишь? Нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Что делать, если нет слияния? Боже мой. Открываешь просто как обычное приложение, камон. Допустим, 2 раза LKM, нажимаешь да и окей. Все. Отзывчивая система. Нажимаем PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Некоторые могут плакать, типа, чувак, ты нам впариваешь какие-то вирусы, что-то страшное, манишь на наших видеокартах, ах ты такой мерзавец. Чувачки, делается все проще простого. Допустим, Game DVR1, да, нажимаем PKM, изменить и читаем, да, Game DVR Enable. Мы ставим просто нолики, отключаем, все, камон. Далее системный приоритет PKM изменить и здесь, видите, написано GPU Priority, DeWord, каска майнит на вашей видеокарте. Видите, вот написано прям. Вот и все. Фух, теперь нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем по дефолту включенным. В клипах все это отключаем, если у вас здесь что-то есть. Если у вас, как и у меня, то вы молодцы, вы активировали файлы реестра. Переходим на Xbox Game Bar и мы его тоже отключаем. Помнишь? Не то сделал. Нажимаем главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь мы ищем самое главное Xbox и Xbox Game Bar. Мы их отключаем. Помнишь? Кстати, если еще можешь тоже подключать весь этот хлам не нужен, типа камера, карты, калькуляторы, там музыка, кино, оно вообще не всралось, когда ты играешь в эти игры. Это фоновые приложения. Если ты их запустишь, они у тебя запустятся, просто они будут у тебя активны во время игры. Шаришь? Хорошо. Прикинь, забыл рассказать тебе про NVIDIA Inspector. Собственно, из этого ролика я и делал. Сначала тебе нужно его скачать. Где его можно скачать? Просто пишешь в гугле NVIDIA Inspector, и там будет версия 1.9, 2. Миллион и так далее. Любую качаешь, главное, чтобы был официальный сайт. Это там какой-то Tech, Power, что типа такого. Открываем NVIDIA Inspector. Дальше. Приложение. Нажимаем PKM, открыть. Да, папку закрываем. Здесь находим значок, нажимаем Start Profile Inspector. В профиле пишем Grand Theft Auto V. Опускаемся вниз, находим Anti-Aliasing Super Sampling. Видишь, я тоже бегаю с этими настроечками. Здесь мы ставим Replay Mode All. Это делаем для того, чтобы у нас заработали лот BIOS. То есть, если ты настроишь лот BIOS, то Replay Mode All не будет работать. Дальше. На текстур фильтры у нас есть лот BIOS DX и лот BIOS OGL. DX то есть DirectX, OGL то есть OpenGL. В нашем случае GTA работает на DirectX. Но я уже привык настраивать и то, и другое. Короче, какая суть? Если мы ставим плюсовой
плюсовое значение, значит мы ухудшаем, так сказать, текстуры. Все становится супер гладкое, будто бы ты только что побрился, либо сделал пюрешку, но зато растет FPS. Если мы ставим на минус, то у нас наоборот текстурки становятся лучше. Делать этого не советую, даже если вы играете в игру 20-летней давности, потому что это тупо. Короче, ставим мы, допустим, плюс 2, как DX, так и OGL, тоже плюс 2. Можно, конечно, поставить еще выше, плюс 3, но тогда будет вообще супер неиграбельно. Ну и все, остальные настройки можешь в принципе не трогать. После этого нажимаем Apply Changes, залетаешь в GTA, и там у тебя будет примерно как-то так. То есть видишь, текстурки гладкие и плюс нет теней. FPS до небес, картинка в принципе неплохая, особенно если ты играешь на калькуляторе, то да, я считаю более чем играбельно, как в онлайне, так и в сюжетке. Если вдруг у тебя начались проблемы, бывает такое, что пропадают текстуры, интерфейс, там что-то черное, какая-то черная дыра и так далее. Короче, снова пишешь в профиле GTA 5, находишь такой значок NVIDIA и нажимаем Restore Profile NVIDIA Defaults. Видишь, все наши настроечки должны были сброситься. Погоди еще раз. Да, сбросились. И нажимаем Apply Changes. Казка, very дякую за такий підгон. Да не за что, малый. Наслаждайся. Сегодня в нашей программе... Что? Сегодня в нашей программе эта история завершилась великолепным результатом, как мы прокачали подписчику ПК. Если ты хочешь тоже попасть в видеоролик, отправляй нам письмо по этому адресу, а также поставь класс и добавляйся в друзья. С вами был Максим Малахов, берегите себя и своих близких. Oh shit, here we go again.